Привет всем нейрохудожницам и нейрохудожникам тоже. Я достала свои карандаши, а это значит, что сегодня мы будем рисовать. И рисовать мы будем, я считаю, самый красивый алгоритм нейрографики – это нейродерево. Сегодняшним нейродеревом мы будем взращивать и укреплять наше сознание и состояние, мыслеформу того, что деньги есть всегда. Деньги есть на все. Я этот алгоритм рисую и с клиентами на консультациях, и сама собой. Причем изначально я начинала его рисовать, чтобы усмирить свою такую экономную жабу. Я ее еще оправдывала, когда она возникала при моей зарплате в 4500 рублей. Но когда моя зарплата доросла до 200 тысяч рублей в месяц, жаба никуда не делась. И стало понятно, что дело не в зарплате. Сколько бы я ни зарабатывала, нужно решить вопрос с этой моей жабой. Со своей частью, которая отвечает за жабу, я договорилась, мы с ней подружились, провела ее через процесс принятия и осознала, сколько она приносит пользы и как нам с ней вместе уживаться так, чтобы жизнь моя действительно была полной, гармоничной. Но алгоритм я продолжаю рисовать, потому что в каких-то стрессовых ситуациях жаба моя просыпается и начинается история типа: а что это за новости? Молоко за 90 рублей. Вон есть за 79. Я знаю, как с этим работать, но все-таки во время рисования этого алгоритма состояние, в которое мы входим, изобильности, свободы, финансовой безграничности, того, что этот мир наш, можем позволить себе все. И у нас деньги есть на все. И они есть всегда, на любые желания. И для нас, и для наших близких. И сколько радости мы можем сделать, это бесценно. Прелесть именно этой техники в том, что она больше коучинговая. Мы просто с вами войдем в нужное состояние, распакуем наши ресурсы и убедим свое сознание, что все хорошо. Деньги есть. Что бы ни случилось, мы в состоянии заработать. Все будет отлично. И даже если вы не умеете проводить правильно нейролинию, не понимаете, зачем скруглять и не хотите этого делать, у вас тоже все получится. Особенно, если выполните упражнения, которые я оставлю в конце этого видео. Так что рисовать могут все, кто не нейрохудожник, просто повторяйте за мной, как чувствуете, как получается. А тем, кто нейрографику уже рисует, у вас точно получится очень красивые и мощные рисунки. Приступаем. Первым делом записываете 20 слов за 2 минуты. Я это обычно делаю на обратной стороне рисунка. Что делать с этим списком слов? Первое, нужно на него посмотреть, прочитать и выявить, есть ли какие-то негативные для вас слова. Слова, которые несут для вас негативные эмоции. И с этими словами из списка прорабатывайте отдельно, рисуйте на них осо. Это можно сделать прямо сейчас и потом продолжить со мной рисовать нейродерево, а уже после сделать, например, осо экспресс на те негативные слова, которые всплыли во время первого этапа 20 слов за 2 минуты. А мы с вами начинаем рисовать и начинаем с того, что нейролиниями обозначаем форму нашего контура нашего дерева. В чем смысл? У нас с вами должна быть корневая система, середина дерева, ствол и крона. В середине, на уровне ствола, рисуем себя в виде круга. Вот. Это я сейчас. Все пересечения, которые у нас получились, можно сразу скруглить. Теперь проводим в рамках нашего силуэта дерева нейролинии со смыслом «деньги есть всегда», и денег у меня есть и хватает на все. Деньги есть всегда, и деньги есть на все. Линии могут пересекаться, соприкасаться или вообще проходить рядом друг с другом. И начинаем скруглять все получившиеся пересечения, начинаем с круга «Я». Причем каждый сектор наделяем смыслом. Смыслом благодарности деньгам за то, что они у нас уже есть и что они нам уже дают в нашей жизни. Ну, как минимум, у нас благодаря деньгам, которые есть сейчас, есть какое-то жилье, есть деньги на интернет, есть деньги на устройство, с которого вы смотрите это видео. Есть деньги на еду, на электричество. В общем, каждая ячейка, каждый сектор – это наша благодарность тому, на что у нас уже денег хватает.
И обводя, скругляя каждую ячейку, напитываем ее нашей благодарностью тем деньгам, которые у нас уже есть, на то, что мы можем себе позволить на сегодняшний день. Дорогой мой зритель, скажи мне, пожалуйста, насколько тебе полезны мои видео именно в таком формате, когда я не выкладываю все 1,5 или 2 часа, как я рисую, не рассказываю вам, что я делаю с каждой ячейкой, просто ускоряю запись, а вы уже сами рисуете после моих объяснений, что нужно и хочется рисовать вам. Скажите, насколько это полезно? И, может быть, есть люди, которым хочется наоборот послушать, что я рисую, что я себе говорю. Может быть, есть такие люди, которым нужно именно это. И мне интересно, сколько именно таких. И, может быть, я зря вырезаю какие-то тут свои размышления. Хотя, если честно, я считаю, что нейрографика любит тишину. И рисовать лучше всего и эффективнее всего это наедине с собой и со своими мыслями. Поэтому в комментариях, пожалуйста, расскажите, как бы вам было комфортно со мной рисовать, слушать меня или так, как я уже делаю, когда оставляю вас одних самими с собой, наедине и своими мыслями. Для новичков нейрографики, кто только начинает и учится еще пока по бесплатным видео, не решил для себя пойти на курс «Пользователь», я для вас оставлю ссылки на лекции Пискарева, в которых он объясняет, как рисовать и нейролинию, и правила скругления, и этапы самого базового алгоритма. Я все скруглила. Теперь переходим с вами работать на уровень корневой системы нашего дерева. И здесь мы с вами окунемся в наше прошлое. Давайте вспомним хотя бы 5 каких-то случаев, когда вы тратили деньги с большой легкостью и удовольствием. Не просыпалась никакая жаба. Было полное ощущение кайфа, восторга от возможности тратить эти деньги. Такая детская радость, что я могу, я это хочу, и я могу себе это купить. Никаких сожалений. Поэтому сейчас мы будем рисовать круги, и каждый круг будет таким случаем, эпизодом из прошлого, когда у нас было это ощущение: у меня есть деньги, я могу их потратить на себя с удовольствием, деньги — это благо. Рисуем там, где просится. У меня просится вот здесь такой, большой пошел круг. Это, знаете, что я подумала о покупке моей квартиры в России, которую я очень люблю. Она была намного дороже, чем я могла себе позволить. Но я ее так хотела, что и деньги нашлись, и как-то все так сложилось, что прям эта квартира стала моей. До сих пор ее очень люблю, хотя сейчас я уже живу в Таиланде. Но все равно летом поеду в Россию и прям немножко даже соскучилась по своей квартире. Помню это ощущение, когда, да, я понимала, что она намного дороже, и есть варианты и подешевле, и не намного хуже, но вот прям запала она мне в душу. Нашла я эти дополнительные миллионы рублей, и помню это ощущение удовольствия, восторга от того, что вот, я хотела именно эту квартиру, я могу себе ее купить. И деньги как раз для этого и даны, для того, чтобы радовать себя, покупать себе то, что тебе хочется, не то, что приходится, не то, что вынужден, а захотел и купил. И помню, когда я пришла на сделку с этой большой сумкой с деньгами, знаете, как гангстер в фильме, и это ощущение, что деньги есть. У меня есть деньги на все, что мне хочется. Скругляете каждую ячейку, вспоминаете эмоции, которые у вас уже были в прошлом, напитывая себя пониманием, что у вас есть этот опыт. В вашей жизни уже были деньги. И если, например, сейчас ваш доход меньше, чем был когда-то, знаете, что вы все равно прошли точку невозврата, и свою денежную емкость, может быть, вы временно от нее отступили, но вы все равно к ней вернетесь, потому что вы уже прошли эту точку.
Все, вы уже сделали растяжку до этого уровня, и может быть временно сейчас есть какие-то затруднения. Ну, не без этого, бывает всякое. Но вы обязательно к ней вернетесь, потому что это как бы та вершина, которую вы уже покорили, и дальше можно идти только вперед. В корневой системе мы можем нести, ну, давайте, до 5 кругов. Второй у меня будет... Ходила и покупала себе баночку черной икры. Прям в день зарплаты. Меня уже даже в магазине все знали. Там черную икру не так много было желающих купить. А я вот себя раз в месяц, так скажем, баловала. И больше испытывала удовольствие не столько и не только от вкуса самой черной икры, она мне очень нравится, но еще это ощущение, что я могу себе позволить потратить, ну, тогда она стоила 4700, эти 4700, просто по сути выкинуть ее, как говорит моя мама, на туалет. Ну, я считаю, что это деньги не на туалет, а деньги на свое удовольствие. Что в этой жизни еще более важного, чем наша радость, наше настроение, наше наслаждение жизнью. Продолжаю скруглять, вспоминаю ту ситуацию, как я себя чувствовала, когда я покупала эту икру. В общем, все нюансы того эпизода из прошлого, моего опыта, когда уже деньги были на все, что мне нужно, и было ощущение, что деньги есть всегда, и деньги есть на все, что бы мне ни захотелось, что бы ни говорили другие, насколько бы они ни считали такие траты неразумными. Главное, что хорошо было от всего этого мне. И эти деньги ни у кого не забирала. Никто от этого беднее не становился, наоборот. По крайней мере, я делала выручку магазину, в котором покупала эту икру. И продолжаю вспоминать еще эпизоды, вносить еще круги. Вы вносите свои, все, что вам вспоминается. Я все скруглила. И теперь иду рисовать на уровень кроны. И здесь у нас с вами будет наше ощущение, что деньги есть всегда, деньги есть на все, которое мы закладываем в наше будущее. И начнем мы с самого простого: поход в продуктовый магазин. У меня уже вот прям явный круг есть, я доведу его форму, и он у меня как раз будет отвечать за обычный продуктовый магазин, в который я пойду сегодня. Со своим состоянием деньги есть всегда. Деньги есть на все. В каждую ячейку закладываю смысл, прям представляю, если бы у меня деньги были абсолютно всегда и в неограниченном количестве, вообще на все, что я захочу. Как бы изменился мой сегодняшний поход в магазин за продуктами? Что бы я купила? Что бы я взяла с полок, будь у меня деньги абсолютно на все в неограниченном количестве. Проведу еще пару линий так, чтобы разбить вот этот круг. И напитаю свое будущее линиями из моего прошлого, из того опыта, который уже есть. И, конечно, тут же скругляю. И теперь продолжаем добавлять круги. Тоже давайте, пусть их будет максимум 5. Я добавлю еще штучки 3, наверное. И в каждый закладываем ту покупку, на которую до этого либо денег было жалко, даже несмотря на то, что они есть, либо денег не хватало. Давайте наконец-то позволим себе на нашем нейродереве купить все, что нам хочется. Все, что, может быть, кто-то считает неразумным или банальным, ненужным, буржуйским. Когда вы сейчас наедине со своим листом, со своим деревом, своего состояния деньги есть всегда и деньги есть на все, дайте себе свободу. Купите себе все, что вам хочется. Купите это все, пусть даже в фантазиях, но все-таки состояние, что деньги есть всегда, и они появляются под любое ваше желание. Работаем здесь также. Проводим круг, скругляем, и в каждой ячейке, прорабатывая ее,
представляете себе детали самого процесса покупки, состояния. Именно этого состояния, что деньги есть. У меня есть деньги на все, что мне хочется. И они есть всегда. В какой бы момент и где бы я что ни захотела, я не раздумывая достаю кошелек и покупаю все, что мне понравится. Например, допустим, у вас круг, который я выделила, это платье. В любой момент, в любом магазине, как только вы видите платье, которое вам нравится, можете себе его позволить. Не факт, что вы будете все подряд скупать, потому что разумность покупок тоже никто не отменял. Захламляться это тоже как бы не камильфо, нет в этом ничего хорошего. Но тем не менее, само состояние, что вы можете себе купить все, что угодно, оно никого хуже еще не сделало. Мне не хватает линий внутри дерева, поэтому я смело добавляю там, где мне кажется, что у меня немножко пусто. И напоминаю вам один из законов нейрографики, что чем больше линий, нейролиний на вашем рисунке, тем больше, мощнее эффект, продуктивнее ваша работа. Поэтому не стесняйтесь добавлять линий, они вашу работу не испортят. Следующий этап у нас должен быть линий фон, но мы его чуть-чуть пропустим, потому что нужно нам сейчас сразу, у нас с вами будет в итоге зафиксирован контур нашего дерева, поэтому я сейчас его сделаю пожирнее. Боюсь, что он у меня потеряется, когда я добавлю линий фон. Просто обвожу и делаю контур моего дерева потолще. И теперь добавляем линии фон. Мне нравится, когда они такие тонкие, тонким маркером сделанные. И, конечно же, все скругляем. И теперь приступаем к раскрашиванию. Я буду раскрашивать все это потоками. Потоки внесла, и оставшиеся цвета буду уже распределять по фигурам, которые мне понравились. Цвет я внесла, цвет у меня еще пока не окончательный. На финальном 8-м этапе стилизации я добавлю объема, как-то поиграю с переходами, а пока мне нужно выделить фигуру фиксации, и для меня это мой круг в центре, это я. То, с чего все начинается, все, из-за чего это происходит, из-за чего появилось это дерево. Поэтому я обвожу фигуру себя, делаю более такой плотной, толстенькой, очень видимой. Вы можете повторять за мной и выделить фигуру в центре, то есть круг себя, или любой другой круг, который у вас уже наиболее проявлен и бросается настолько в глаза, или рука сама тянется его выделить, сделать более четким и проявленным. Поэтому в этом себе не отказывайте. Выделяйте тот круг, который больше всего хочется сделать более заметным. И, конечно же, все скругляем. И теперь с чистой совестью я перехожу украшать, стилизовать мой рисунок, добавлять объема, яркости, красок и переходов. Этот момент я уже не буду снимать на видео, просто покажу вам финальный результат по факту. Я все раскрасила, и за камерой еще добавила 2 линии поля. 2 линии поля, которые у нас были контурами дерева, мне не хватило. Вот получилось, что у меня 4, и вот такое мощное, энергетически заряженное дерево. Хочу создать группу в Telegram, в которую ожидаю, что вы будете выкладывать свои работы, показывать друг другу и мне. Я буду с вами делиться своими работами. Ссылку на нее оставлю в описании к этому видео, и буду рада видеть ваши рисунки по моим мастер-классам. А на сегодня это было все. Всем пока-пока и увидимся в следующем видео.
маркерами отвыкла и вспомнила, почему я давно ими не рисовала. Потому что, зараза, они так растекаются, оставляют кучу заусенцев. И вот я сейчас понимаю, что я больше ими рисовать, по крайней мере, в ближайшее время, не буду. Хотела просто порисовать для вас, чтобы и смотрелось красивее, и точно было все видно. Но, блин, я промахнулась. Все-таки карандашики мне комфортнее. По крайней мере, они меня не бесят и не растекаются. А главное у нас в нейрографике чувствовать комфорт и гармонию. А я вот сейчас с этими маркерами не совсем-то ее и чувствую, честно говоря. Поэтому прям вот пока рисовала, знаете, 20 раз пожалела и больше так над собой издеваться не буду. Но сейчас уже так и быть, дорисую маркером, и тут получится какая-то ерунда некрасивая.